Добрый день, меня зовут Юнова Натали, это телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Сегодня у нас с вами будет очень интересная передача. Тема нашей сегодняшней передачи – как разогнать метаболизм для похудения. Для начала разберем, что такое метаболизм. Метаболизм – это совокупность всех химических реакций, протекающих во внутренней среде организма. Если говорить простым языком, метаболизм – это обмен веществ, который поддерживает нашу жизнедеятельность на должном уровне. Так как все-таки ускорить метаболизм и запустить обменные процессы? Для этого вам необходимо сначала узнать свою скорость обмена веществ. В прошлых своих передачах я вам рассказывала, что для расчета можно использовать формулу Мифлина-Сан-Джиора. Ссылку с этой формулой я вам оставлю внизу в комментариях под видео. Эта формула поможет рассчитать базовую скорость метаболизма с помощью значений вашего роста, массы тела, возраста и пола. Когда вы будете точно знать свою норму калорий в день, можно приступать к ускорению метаболизма. Итак, чтобы ускорить метаболизм и запустить более активно обменные процессы в организме, вам необходимо: первое – это соблюдать график питания и чаще кушать. Еда ускоряет обмен веществ, точно так же, как и вода. Фактически на переработку потребляемых вами питательных веществ уходит 10% калорий, которые вы сжигаете за день. Обязательно нужно завтракать. Именно утренняя еда ускоряет обмен веществ вашего организма и запускает все процессы. Второй момент, на который вам необходимо обратить внимание, это повышать физическую активность в целом. Для того, чтобы организм начал тратить больше калорий, чем потребляет, ему нужно движение. Физические тренировки приведут мышцы в тонус, чередуйте кардиотренировки с силовыми нагрузками. Восстанавливать мышечную ткань и ускорять темп обмена веществ можно только регулярными упражнениями с отягощением. Для того, чтобы расходовать калории, вам даже не нужны какие-то специальные упражнения. Подойдут абсолютно любые движения. Любая физическая активность, например, ходьба, прогулка с собакой, езда на велосипеде, только подстегивает сжигание жира, причем это еще почти в течение часа после ее прекращения. Кстати, подскажу вам еще одну маленькую хитрость. Все вы знаете, что к вечеру замедляются обменные процессы организма, и организм готовится ко сну. Так вот, самыми полезными считаются для ускорения метаболизма это вечерние занятия. Ускорение обмена веществ длится несколько часов, и вы будете сжигать жир даже во время сна. Заканчивайте упражнения, по крайней мере, за 3 часа до сна или делайте вечернюю прогулку, для того, чтобы крепко спать и худеть. В обязательном порядке наращивайте мышечную массу. Мышечные клетки потребляют гораздо больше калорий, чем жировые. К примеру, полкилограмма мышечной ткани расходует 35-45 калорий в день, а полкилограмма жира только около 2. Это означает, что чем больше у вас мышц, тем больше калорий вы сжигаете каждую минуту в течение дня, независимо от того, занимаетесь ли вы ходьбой с гантелями или просто смотрите телевизор. Также усилить метаболизм вам поможет антицеллюлитный массаж. Это силовой массаж, при котором разгоняется кровь, прокачивается лимфа, в конечном счете значительно ускоряется обмен веществ. Дорогие зрители, в ответ вы можете мне возразить: Натали, все это хорошо, а где деньги брать на этот массаж? Вы можете делать антицеллюлитный массаж сами себе в домашних условиях. Нужны только приспособления, о которых я вам расскажу. Может быть, вы будете смеяться, но я зашла в зоомагазин и купила мячик для собак. Знаете, такой игольчатый с пупырышками. Прокатываешь по телу, отлично разгоняет лимфу. И еще одно приспособление, которое у меня есть в моем арсенале, это обычные вакуумные силиконовые банки. После принятия ванны наносите крем на тело и этими банками работаете. Эффект сногсшибательный буквально наступает через 2-3 минуты. Благодаря глубокому массажу, если вы еще нанесете на кожу антицеллюлитный гель или крем, ускоряется обмен веществ кожи и кожа становится эластичной. На мой взгляд, все-таки вакуумный массаж гораздо эффективнее. Он улучшает микроциркуляцию крови буквально за 2 минуты в тканях, ускоряет обмен веществ и способствует локальному выведению избыточной жидкости и токсинов. Отличное средство для разгона метаболизма – это баня. Возьмем, к примеру, инфракрасную. Инфракрасное излучение усиливает клеточную активность, ускоряет обмен веществ, обеспечивает свободное дыхание кожи как самостоятельного органа. А если говорить о русской бане? Пар, окутывая и разогревая тело, открывает поры, увеличивает циркуляцию в клетках и стимулирует обмен веществ. Горячий пар ускоряет обмен веществ, открывает кожные поры и тем самым выгоняет скопившуюся грязь. Баня подстегивает, восстанавливает и ускоряет обмен веществ.
Баня парит и здоровье дарит потому, что в несколько раз ускоряет обмен веществ, улучшает сердцебиение и одновременно выгоняет с потом шлаки, но имеет ряд противопоказаний. А теперь я вам расскажу, какие продукты, напитки и витамины усиливают обмен веществ и ускоряют наш метаболизм. Имбирь и морские водоросли. Они помогают улучшить процесс пищеварения и ускоряют обмен веществ, но будьте осторожны, если есть отклонения в щитовидной железе. Йод. Йод активизирует щитовидную железу, ускоряет обмен веществ. Много йода содержится в морской капусте, а также если взять 6 семечек яблока и их разжевать, это будет дневная норма йода. Также ускоряет метаболизм растительная пища. Буквально у всех вегетарианцев ускоренный обмен веществ. Фрукты. Действие мягких фруктовых кислот ускоряет обмен веществ и позволяет сбрасывать лишние килограммы. А вещества, содержащиеся в яблоках, помогают обмену веществ в организме и способствуют пищеварению. Лимоны. Лимон повышает иммунитет, восстанавливает обмен веществ, используется при лихорадке, нарушениях обмена веществ и гастрите. Однако лимоны противопоказаны людям, у которых повышенная кислотность и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если пить простую негазированную воду с лимоном, это ускорит обмен веществ и процесс сгорания жира. Грейпфрут улучшает пищеварение и ускоряет обмен веществ, что как раз таки сделало его хитом диет для похудения. Кофе. Кофеин усиливает сердцебиение, в то же время ускоряет сжигание калорий, то есть действует возбуждающе, но помимо того, что он тревожит сердце, также будоражит мозг и нервную систему, противопоказан людям, страдающим гипертонией. Натуральный кофеин ускоряет обмен веществ на 10-16%, способствует высвобождению жирных кислот из жировых тканей. Теми же свойствами обладает натуральный зеленый чай, поскольку в нем высокое содержание кофеина. Хорошо разгоняет метаболизм белок. На освоение белковой пищи организм затрачивает куда больше времени, чем на ту же операцию в отношении легкоусвояемых углеводов и жиров. По мнению американских диетологов, естественно подтвержденных опытами на желающих похудеть, процесс переваривания белка активизирует энергозатраты организма, то есть сжигание калорий, почти в 2 раза. А вот еще более приятная новость для мясоедов и мясолюбов, на этот раз от датских исследователей. По их мнению, если мы в ежедневном рационе уменьшаем углеводы на 20%, а вместо них добавляем 20% белков, то это увеличивает уровень сжигания калорий более чем на 5%. А теперь мы с вами поговорим о витаминах, которые ускоряют метаболизм и налаживают обменные процессы. Омега-3 жирные кислоты. Эти самые жирные кислоты регулируют уровень гормона лептина в организме. По мнению многих исследователей, именно этот гормон отвечает не только за скорость обмена веществ в организме, но и за принципиальные решения по поводу того, сжигать жир в данный момент или его накапливать. Вы терпеть не можете рыбу? Это не беда, нынче рыбий жир продается в капсулах. Заглотили и нормально. По мнению французских диетологов, если ты заменишь всего 6 грамм ежедневно потребляемых животных жиров на рыбье, то ускоришь обмен веществ настолько, что потеряешь не менее килограмма лишнего веса за 12 недель, не предлагая для этого никаких усилий. Витамин В6 и другие витамины группы В. Данные витамины действительно очень хорошо ускоряют обмен веществ в наших клетках. Фолиевая кислота. Она ускоряет обмен веществ в организме, что ведет к укреплению иммунной системы и очищению. Ее очень много содержится в моркови. Следующий витамин – это хром. Он ускоряет обмен веществ, перерабатывая жиры и углеводы, регулирует поступление сахара в кровь. Усиливает метаболизм сочетания кальций, углеводы и клетчатка. Углеводы в сочетании с клетчаткой усваиваются довольно медленно, то есть улучшают обмен веществ, поддерживая уровень инсулина в крови на протяжении нескольких часов, фактически в течение всего рабочего дня. Когда уровень инсулина в крови скачет, организм воспринимает это как тревожный знак и начинает на всякий случай накапливать стратегические запасы жира. А если с этим показателем все в порядке, то скорость обмена веществ увеличивается на 10%, а иногда даже больше. Кальций также способствует ускорению процесса метаболизма. Как свидетельствуют результаты исследований британских диетологов, страдальцы от лишнего веса, которые увеличили дневное потребление кальция до 1200-1300 мг, сбрасывали вес вдвое быстрее, чем те, кому кальций доставался в пределах обычной дневной нормы. Теперь вы понимаете, что часто проблема лишнего веса обусловлена замедленным обменом веществ.
В этой программе я вам привела методы, которые не требуют особых усилий, но их применение реально ускорит обмен веществ, что в свою очередь способствует решению проблемы избыточного веса. Теперь вы знаете, как ускорить обмен веществ, и все, что вам осталось, это рассчитать свой метаболизм в зависимости от веса и возраста. Дорогие зрители, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу. Это был телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». С вами была Юнова Натали. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новости про здоровье и похудение. Я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Пока-пока!